Мое глубочайшее почтение. Я рад приветствовать вас с очень симпатичного места. Место, которое расположено буквально в 15 минутах езды от Бургаса. Официальное название этого места не передает какую-то его изюминку. Оно называется культурно-туристический комплекс Ченгелес-Келе. Вы можете услышать тюркизм в этом названии, но хватит о названии. Что это такое? Я нахожусь в такой бухте, то есть это бухта в заливе, никаких волн, полный штиль, гладь. Вот здесь вот небольшой, но уютный амфитеатр. Сзади меня конференц-зал, где могут происходить всевозможные мероприятия и выставки. Тут же детские площадки, тут же кафе, ресторан, кружки для детей. У вас отпуск или у вас выходной день, вы приезжаете сюда с детьми, полдня активного отдыха вам обеспечены, но это еще не все. Во-первых, сюда можно добраться не только на автомобиле, как я уже говорил, 15 минут езды от Бургаса, но и на катере морском, на яхте. Вот передо мной я вижу небольшая, но очень симпатичная марина. И сейчас мы пройдем, я вам тоже покажу. Друзья мои, я не знаю, как это называется, но могу объяснить, что это такое. Некое инженерное сооружение, позволяющее кататься на водных лыжах или на доске по водной глади, и человек несется по волнам. Не могу сказать, потому что волн здесь не бывает. В заключение, симпатичнейшее место, и его изюминка это на противоположном конце бухточки, буквально там несколько сот метров, так называемое рыбацкое селище или рыбацкая деревенька, но об этом я вам расскажу чуть-чуть погодя. А вот то инженерное сооружение, название которому я просто не знаю. Если я скажу, что это тарзанка, это будет, естественно, не совсем правильно. Вы можете видеть, как она работает. Человека подвязывают к тросу, точнее, он держится за ручку и благодаря натяжению может скользить. Как и многое в Болгарии, стоит это удовольствие все 2,5 копейки, все очень недорого, но более чем забавно. Мы поинтересовались, сколько стоит это удовольствие. Как я вам анонсировал, 2,5 копейки. Значит, час 30 лева, это грубо 15 евро, 4 часа 50 лева или 25 евро. Без ложной скромности, друзья мои, скажу, что моя дрожайшая половина счастливейшая из жен. Почему? Да потому что я равнодушен к рыбалке и я не пью. Те же из вас, кто не обладают таким даром, какой есть у меня, я вас могу пригласить в это, на мой взгляд, очень странное место, непривычное для меня, но при этом достаточно интересное. Место это называется по-болгарски рыбацкое селище или рыбацкая деревня. Некоторые бургасли называют это место Бургасской Венецией. Ну, что-то дворца Доджи я тут не вижу, но
Сравнение имеет место быть, потому что канал – это канал морской, отсюда лодки, катера могут выходить в открытое море. Купить что-либо здесь, наверное, невозможно, потому что никто в здравом уме и трезвой памяти не продаст вот эти вот замки у воды, потому что а, это больше, чем хобби. Я считаю, это болезнь, но многие со мной не согласятся. Это больше, чем способ проведения досуга. Рыбалка – это страсть. Эти домовладения переходят от деда к отцу, от отца к сыну. Приезжают сюда часто семьями. Единственное, что меня лично, человека равнодушного к рыбалке, примиряет с этим местом. Место красивое, ничего не могу сказать. Тихое, прелестное, просто с прикладной точки зрения оно для меня не имеет большого смысла, но я хочу отметить здесь великолепный рыбный ресторан. Уха, которую подают здесь, ну, я люблю уху, но я нигде не ел такой вкусной ухи. Уха. Мы знаем их несколько видов, но ту, которую я сейчас ем, и что подают в ресторане, забегаловке, в рыбарском селище, это что-то с чем-то. Очень вкусно, всегда из свежей рыбы, всегда вот только что сварено, стоит сущие копейки. В общем, если будете в районе Бургаса на автомобиле, то более чем советую. В своем ролике, посвященном Созополю, я упоминал о таком явлении болгарском, корни которого, конечно же, идут из Греции, из Византии, как параклисы. Ближайшее в русском языке слово, родственное параклису, это церквушка, часовня, что-то близкое к этому. Параклис – это очень интересная традиция народной религии. То, что люди зачастую ставят и по своей инициативе, и на свои деньги. Насколько я понимаю, в этой часовенке, в этом параклисе не проводятся службы. Мне понравилось внутреннее убранство параклиса, очень скромное. Иконы, часть из них это просто тоже такое народное творчество, может быть, наивное, но оно, конечно же, идет от всей души, от чистого сердца, и в этом вот в этой чистоте этой веры ее, не знаю, как сказать, изюминка, ее особенность. Внутри никого нету. Есть свечи, спички, зажигалка и такой, как корзина, даже не корзина, а ларец для пожертвований.
Человек приходит, он наедине с Богом, он наедине со своей душой, со своей совестью. Это очень интимное дело. Человек наедине с собой приходит со своими мыслями, со своими чаяниями, ставит свечку, и этот процесс не на показуху. Это то, что происходит в душе у человека.